А теперь мы расскажем, как рассчитать второй зуб. Вот первый кирпич готов к монтажу. Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку. А так, если кто-то хочет такой построить, звоните по Михалыча проектам, соберем вам. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч и мои коллеги Андрей и Александр. Я приехал к ним на объект, посмотреть, как у них идет работа, ну и рассказать о некоторых нюансах и деталях сборки барбекю комплекса. В общем, смотрите, друзья, вот эту фанеру Александр и Андрей поставили специально, чтобы у них была, во-первых, плоскость направления, ну, чтобы было проще им собирать. И собрали они его буквально за несколько часов. То есть, зафиксированная палубка, кирпич на месте стоит, не плывет, не сползает. Ну, и сейчас посмотрим, как там раствор повыдавливало из кирпичей. О, смотрите, какая красота. Весь кирпичик чистенький. Вот этот незаполненный шов, это оставили специально, потому что это термодинамический шов на расширение при нагреве. Ну, то есть специально, если будет расширяться, да, нагреваться, Да, чтобы не то... разорвало боковые стенки. Не разорвало. Так что, друзья, это пустые швы. Один из таких секретов печников. На моем сайте mangal-и-пламя.ру вы найдете проекты с запатентованной технологией «Двойной зуб». Перейти на сайт можно по QR-коду, его увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал и пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю-комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги. В закрытых беседках нужна дополнительная подача воздуха с улицы. С улицы мы сделали диаметр 200, развели на 2 канала. И вот сюда, в эти места, будет у нас подача воздуха. Для уравнивания давления, когда закроется беседка, давление будет нормализовано. И на улице, и здесь в помещении. А теперь мы расскажем, как рассчитать второй зуб. Ширина портала у нас 70 сантиметров. В высоту тоже до задней полки у нас тоже получается 70 сантиметров. Это равно 3 кирпичам. Значит, угол наклона на 3 кирпича получается вот здесь 12 и 70 вот. Здесь мы прям на земле разрисовали, чтобы удобнее было потом пилить, не выставляя здесь. Значит, сделали мы 70, как у нас портал. После тычка это идет 70. И на 3 кирпича вышли на 27, на наш формирование трубы. Нарисовали. Теперь осталось это просто пропилить. Угол наклона тоже здесь пропилим с уклоном. И все это выложить. Сзади, естественно, мы подпираем пластичкой, то есть колхозным кирпичом. И на клей это же все выводится. Уже сформированное на низу. И труба, считай, сформирована. Начало трубы сформировано. А здесь уже подрезка к ней от портала. Форма второго зуба у нас задает форму дымосборника. И заканчивается началом трубы. Для удобства резки второго зуба мы на земле разложили и пронумеровали каждый кирпич для последующего удобства монтажа. Первый кирпич левый, первый правый. Это каждому, конечно, как удобно, но нам удобнее так и понятно. И при монтаже будет понятно, где какой кирпич ставить. Разрисовали на земле. Сейчас мы вам покажем, как мы его режем.
перед резкой обязательно замачивать, чтобы потом не горело наш алмазный диск, не убивался, надольше хватит, и, соответственно, кирпич легче режется. И теперь я руку выше, Саш. Параллель проведи. Держу, Сань, по уровню. Есть? Все. Угол задан срезки. И этот, соответственно, тоже. Теперь замачиваем. Чем больше мы его замочим, тем легче будет резать. Ну, минимум, минут 5-7. Мы сделали приспособу с Сашей. Ну, это как элементарщина. Обычно мы его еще фиксируем к поддону. Для того, чтобы зафиксировать кирпич, чтобы на случай, если где-то как-то дернет диск, чтобы ничто не вырвало. После каждого реза мы в нашей ванне все вымываем, чтобы потом адгезия была с нашим клеем. Теперь вот он у нас первый. Так. Да, и эту, Сань, придержишь, что параллель ей. Вот так вот. Вот. Первый кирпич готов к монтажу. Сзади мы его будем бутить колхозником или пластичкой. Давай. Кирпич ручной формовки правильно ложить выемкой вниз. Для сцепления нижнего слоя кирпича с верхним. Не наоборот. Перерасход раствора раз, и давление будет тогда на низ, а здесь выемки нету. Выемка должна цепляться один кирпич с другим. Такой комплекс мы с Сашей строим ориентировочно 2 недели. Работаем мы по Краснодарскому краю и Адыгее. Единственное, в Адыгее, конечно, мы дома. Если Краснодарский край, ну тогда мы с заказчиками обговариваем проживание, питание за счет принимающей стороны. Командировочные, соответственно, да. Все это индивидуально, все это лично обговаривается. А так, если кто-то хочет такой построить, звоните по Михалыча проектам, соберем вам любой, какой вы захотите комплекс. Все, друзья, вы посмотрели такой вот короткий клип. Напоминаю, что подписывайтесь, друзья, на Телеграм, ВКонтакте, Рутуб. Интересно. Конечно, будет что-то интересное. Мы с Михалычем снимем, поделимся. Что знаем, нам не жалко. Это от души, да. До новых встреч. До встречи. До свидания. Всех благ. Пока. До свидания.